Приветствую вас. Продолжаем наше расследование. Ну и сегодня особо громкого ничего такого не будет. Поотвечаю на ваши вопросы. Получил немало отзывов от бывших работников Святогора и от работников обогатительной фабрики, металлургии. И такая ситуация, которую я описывал в прошлом ролике. Прошлый ролик вы сможете посмотреть в закрепленном комментарии. Оказывается, не только в РМЗ. Но не об этом мне хотелось поговорить. Давайте я буквально пару минуток займу, коснемся еще немного экологии. Я зачитывал вам в прошлом ролике про доклад, точнее постановление от Минприрод, от соответствующего органа, который контролирует загрязнение окружающей среды в России. И такие штрафы Святогор платит. В последнее время достаточно, хотя бы раз в год он такие штрафы выплачивает. А почему? А вот давайте посмотрим. В картинках фото, видео прилагается. Зачем быть голословным? Так, собственно, ну кто-то скажет: о, так ну это что, ну это на заводе, это ж нормально. А сколько работников на заводе в этих местах, в этих вот масках, полумасках, в респираторах, сколько процентов? У многих банально их нету. Хотя должны быть. Хотя вот по тому, что я вижу, тут люди должны находиться в противогазах. Впоследствии возникают заболевания со всеми вытекающими. Или вот давайте кому-нибудь вот такой кадр, да, посмотрим. Все свободно, нашел в интернете, понимаете, не надо особо каким-то суперагентом быть, да, вот это, но это же совсем, это что это? Вы думаете, ну это нормально на предприятии. А я вам скажу, это ни хера не нормально, во-первых, потому что достаточно ограниченное количество могут защитить свои легкие, а потом возникают соответствующие хронические заболевания. И при любом малейшем, хотя бы вот таком шансе, работодатель постарается это скинуть, что так это ты сам где-то заболел. К нам какие-то проблемы, не можешь работать, увольняйся. За забором народу много, найдем кого-нибудь другого. Вот так вот вы ответите. Плюс-минус, да. Конечно же, я сейчас наговариваю, выдумываю, да, это это фотошоп, очевидно, да, я там какие-то фильтра наложил и так далее, тому подобное. Да и вообще это, наверное, какие-то левые фотки с левого предприятия. Давайте посмотрим тогда, что у нас там в нашем городе, да, вот. Просто загуглил и нашел это в поиске. Вот так вот у нас летом ситуация вот такая, нормальная, да, вот у нас, и это, смотрите, это не туман, поутру видно, да, знакомые места кто-то узнает, свои дворы, вот он, родимый газ, и мы этим дышим. И если работники Святогора плюс-минус могут как-то защититься от этого, а обычные горожане, у них нет противогазов. У многих банально есть вот эта вот маска, коронавирус со всеми вытекающими. У нас все-таки как-никак был. И все, и на этом все. Но для Святогора проще каждый год заплатить очередные штрафы по экологии и отъехать. А в чем проблема? Проблема в том, что технология, по которой Святогор добывает медь, настолько стара, что она практически эксклюзивна. Я могу ошибаться. По-моему, где-то там в Африке, что ли, еще какая-то страна так, по такому схеме похожей добывает. Никто уже так не добывает медь. И за счет этого у нас вот такое эксклюзивное предприятие. С одной стороны, эксклюзивность, это может быть хорошо. Я не буду раскрывать вот эту всю технологию, а то мне сейчас скажут, что коммерческая тайна и так далее. Но если заняться улучшением экологии и так далее и тому подобное, надо ставить дорогие агрегаты. И уже это не так рентабельно будет. Не так ли? Или я что-то не так говорю?
не так рентабельно, значит, надо будет увольнять работников. Это у нас в первую очередь. Стоило что-то прикупить, какие-то агрегаты, что-то случилось, увольняем работников. Под любыми предлогами за забор их. Вот так вот. В первую очередь работников увольняем. И если внедрять какие-то новшества, то все, работники пострадают в первую очередь. Но можно заплатить раз в год очередные пару миллионов и как бы опять закрыть глаза. А то, что люди умирают, в принципе, да? Умирают. Ну, подумаешь. Плюс-минус 100 человек умерло. Ну, это же как бы они сами умерли, а не от деятельности предприятия. Ведь так это у нас происходит, да? Я бы прошелся по конкретным фамилиям, но мы все-таки на Ютубе находимся. Но я лично знал одного человека, которого работа вот на вашем предприятии, под вашим руководством, и на то, что вы вот так вот закрывали глаза на все проблемы, и по вашей участи в доблестном РМЗ умер такой один хороший человек. Хороший был мужик, хороший был. Я его хорошо знал. Вот такой был парень. И вы его убили. Это вы его убили. И эта смерть будет на вашей совести. Вот все те, кого я перечислял в прошлом видео. Можете все, что угодно там рассказывать нам. Но это будет на вашей совести. Вы знали, к чему это придет. И оно к этому пришло. Так, ну давайте сейчас я поотвечаю, наверное, все-таки на вопросы. Немало отзывов я получил. Ну, в основном вот какие-то эмоциональные, какие-то конкретных вопросов было не так много. Тут мне некоторые бывшие работники рассказали про конкретных лиц, которые, так сказать, не дают обычным работягам там повысить разряд, да, они пользуются своими административными полномочиями, чтобы не давать личностного роста. Ну, это немного другое. Давайте пройдемся по комментариям. Вот один из таких вопросов, который я упустил, да, это как бы я это упустил, потому что я с этим не сталкивался. Вот у нас Андрей меня спрашивает, что я забыл рассказать про... Так. Кстати, ты забыл рассказать про профсоюз. Вступать в него тоже обязательно, и каждый месяц тебя высчитывают 300-400 рублей. Знаете, я в профсоюзе никогда не состоял, и мне туда никто не предлагал вступить. Как вы думаете, почему? Потому что таких, как я, защищать, ну, это не очень выгодно. Это какие-то проблемы будут возникать сразу. Это, ну, лучше, чтобы меня не вступать. А зачем? Скажите, ответьте мне вот на такой вопрос. Может быть, я чего-то не понимаю. А зачем работодатель заставляет работников вступить в профсоюз? Профсоюз же он у нас независимый? Или как? Или где? Ему-то зачем? Чтобы какие-то люди защищали рабочего, и потом впоследствии кто-то из них был наказан. Для чего это? А давайте мы с размаха сами сядем на бутылку. Или там на ежа, кому как удобнее, там из ИТРовцев. Это вот так примерно. А может потому, что это как бы такая контора, что как бы, ну, вроде бы за рабочих, а вроде не за рабочих. Рука руку моет. Я вот так это прокомментирую. И да, вот во многих цехах, я думаю, все прекрасно знают, эти цеха заставляют рабочих вступать в профсоюз. Вроде как бы добровольно и как бы недобровольно. И потом платить вот эти деньги, да. Про профсоюз я много не могу рассказать, но как в свое время, когда надо было газету, да, страховку, заставляли еще обязательно пенсионный фонд, да куча кто-то еще и в профсоюз, и вот как начинался январь-февраль, вот эти все деньги высчитывались зарплаты. Один мне из руководителей жаловался, сказал,
Боюсь, нецензура немного получится. Ну, короче, и очень это не нравилось в совокупности некоторым. Поэтому профсоюз, ну, это не тот профсоюз, который был в советское время. Я немного в советское время пожил, но мне родители рассказывали, вот раньше профсоюз, так профсоюз был. Раньше можно было бы прийти туда и пожаловаться. А сейчас ты придешь, тебе будут БМЕ, и как бы и на этом все. Сейчас можно в любую другую организацию обратиться, и тебе точно помогут. А вот профсоюз очень вряд ли. Очень вряд ли. Кто-нибудь не может рассказать хотя бы один случай? Если это такое было, то я, конечно, ну, да, я тогда признаю, чтобы профсоюз отстоял работника, при этом его непосредственно начальство было наказано, там, уволено и привлечено к соответствующей уголовной ответственности. Были такие случаи? Ну, как бы, давайте возьмем за время УГМК, вот за этот период, чтобы работник обратился на произвол работодателя, и профсоюз, ты прав, мы тебя защитим. И вот такое вот, может, было. И потом мастера уволили, начальника наказали, или что-то вот по такой схеме. Если кто-то помнит такое, то поделитесь, пожалуйста, в комментарии. Может быть, конечно, профсоюз это такая организация скрытная, она скрытно добивается каких-то результатов. Но судя по тому, что работники жалуются, что они ни за что деньги платят, то, наверное, что-то плохо не работают. По крайней мере. Или, может, у них какая-то двойная зарплата. Но я свечку и не держал, поэтому не знаю. Вот насчет профсоюза, да. Поехали дальше. Там меня еще спрашивали. Так. Про... вот в самом начале про это надо было сказать, конечно. Один из подписчиков. Жду ковра. Вот, пожалуйста, ковер. Кто хотел увидеть ковер, вот вам ковер. Так, на это ответил. И еще один момент, да. По поводу баскетбола, но это уже, я про это тоже не стал рассказывать, потому что на данный момент это тоже не актуально, но был и баскетбол. Поэтому пару слов про баскетбол тоже расскажу. В свое время мне очень понравилось ездить на баскетбол. Первые 3 года я ездил как бы это сам, то есть как сам. Свое личное время. Года 3 я ездил, на комбинатовском автобусе, на свое личное время, выходные, в какие-то выходные, отгульные, вот какие-то вот эти дни, я ездил, смотрел баскетбол, потом нас оттуда забирали, но комбинатовским автобусом мне это нравилось. Спустя какое-то время власть изменилась, и УГМК стала требовать с руководства комбината, чтобы отправляли работников. Хотят они этого или нет, но, к сожалению, баскетбол женский в России у нас не очень. Кто-то скажет, и приведет какие-то конкретные регионы. Да, может быть, там где-то в Москве, в каких-то больших регионах как-то баскетбол женский чуть получше. Но не у нас. У нас баскетбол это не тот вид спорта, который как бы даже за бесплатно особо желающих как-то там не было. И руководство цехов с этой задачей стало эту задачу решать по-разному. Кто-то из-под палки, как у нас это все делается. Хочешь, не хочешь, все, ты едешь на баскетбол. Кто-то как-то стимулируя работников, сказать, давай ты там поедешь. Сегодня у тебя отгул, все, ты на работу не едешь на баскетбол. Ну а кто-то, кто заставлял делать примерно следующее. Вдруг рабочий в начале смены узнает, что оказывается он едет на баскетбол. А у него были там свои планы, там с друзьями он хотел, может быть, пиво попить после работы, там с женой, с детьми куда-то сходить, там, не знаю, тещу навестить свою любимую, там, к любовнице зайти с бутылкой шампанского, да мало ли какие у него планы были. И тут ему говорят, ты на баскетбол, почему? А ты вот что-то как-то не очень активно работал, не было блеска в глазу у тебя, вот ты на баскетбол.
Все как бы. И если ты согласен, не согласен, это твои проблемы. Если ты не едешь, все как бы, у тебя проблемы возникнут. Ну, ты же знаешь, мы их тебе создадим. Все, работник ехал на баскетбол. Но понимаете, в чем загвоздка? Во всех этих случаях, когда ты едешь на баскетбол, тебе считается, как будто ты на смене. Весь этот период. И если вдруг ты такой, о, на баскетбол, отлично, можно бухнуть пиваса, конины взять, там нормально время активно там провести и так далее. Вот кто вот так думал, часть из таких работников не работает. Но вы скажете, ну как, так они же как бы не на предприятии. Но их увольняли плюс-минус, как будто бы они прямо пришли на работу и на работе набухались. Я согласен, с точки зрения правопорядка они вели себя не очень хорошо, но вот с такими работниками особо не церемонились. Ну почему? Где-то их не ошибка. Они думали, что они не находятся в этот момент на предприятии. И вот тут они заблуждались. К методисту, он человек маленький, ему сказали, как делать. Он сделал. Все. И от работников таким образом избавлялись. Кто-то даже пешочком возвращался, к примеру, да, и так далее, и тому подобное. Несмотря на то, что это все вот таким образом происходило. И знаете, один очень интересный случай был, из-за которого я потом впоследствии на работу проспал. Когда-то мы возвращались с баскетбола, вдруг в какой-то момент времени водителю позвонил начальник гаража. Вот такой мужик. И надо было его сына с приятелем забрать. И мы уже где-то там не так далеко от Красноярска. Мы разворачиваемся и едем обратно в Екатеринбург. Почему бы и нет, если ты начальник? И забираем вот этих двух парней, которые даже и на баскетболе не были. Но отец важная шишка, и мы вернулись всем автобусом. Потому что мы кто? Обычные рабочие. У нас есть одно право вкалывать и не выделываться, культура выражаясь. И мы вернулись и забрали их. И вот так вот. Вот такая история. Интересная. Вот что могу сказать насчет баскетбола. Ну, баскетбол как-то сам рассосался впоследствии. В 2019 году, не помню точно месяц, в начале года, Светогор, сказав на то, что уменьшается финансирование и вот и так далее и тому подобное, и перестал возить на баскетбол. Хотя для тех же ветеранов баскетбол, они собирались, они каждому дню радовались, собирались между собой. Для них это такое целое мероприятие, все друг друга знали и прям им очень нравилось. Вот тут как бы за себя не так обидно, а вот те, кто уже немало лет отдал предприятию, за них, честно, обидно. Но не каждый из них на свою пенсию может систематически ездить на тот же баскетбол. И в какой-то момент времени просто перестали возить. Но это был 19-й год, уже под конец сезона. А потом начался коронавирус. Там, в принципе, как бы всем не до баскетбола резко стало. Ну и баскетбол как-то ушел. Все, как-то уже да и пофигу стало на этот баскетбол. Вот как-то так вот с баскетболом. Еще я забыл про одного человека в прошлом видео сказать. Очень большое мое упущение, но я напомню. Есть один такой работник в РМЗ. Как его характеризовали одна из кладовщиц. Да он нас всех за... Вот примерно так. Жека, в кого ты превратился? Ты ж был нормальным парнем. Нормальным парнем, вместе с мужиками работал. Ты сейчас стал просто каким-то высокомерным напыщенным индюком. Ты был уже нормальным человеком. Ты, когда с людьми разговариваешь, ты корону с головы снимаешь. В кого ты превратился? К сожалению, в том случае, власть, даже самая маленькая, портит людей.
И вот в такого ты человека превратился. Очень жаль. Ну, а всем остальным ИТРовцам я хочу сказать пару ласковых фраз. Очень жаль, мне очень жаль, что мне не удалось, что вас всех поувольняли в результате неплановой проверки. Потому что оптимизировать нужно вас. И еще раз вас, а не мужиков. Пока вы сидите в своих кабинетах на попе ровно, мужики вкалывают, а вы даже и в цеху не появляетесь. У вас там сидит целый этаж. Какой прок с вас? А вы бы вполне могли бы совмещать. Но вы чувствуете себя комфортно и уверенно. На втором этаже сколько камер стоит? Там, где раздевалки. 3 камеры стоит. И сколько каждая стоит? По 50, по 70 тысяч? Неплохо. А на вашем этаже ни одной камеры даже нету. А почему это вдруг? Каждому воздастся. И ваше отношение к рабочим в том числе. Правда будет за простым обычным рабочим человеком. А вы готовьтесь вставать за станки.